Однажды один слепой мудрец, всю свою жизнь споривший о Боге, пришел к другому мудрецу, к тому, который видел. «Я прочел все книги, — сказал слепой, — я знаю все имена, все споры, все доктрины, но я так и не понял, что такое Бог. Укажи мне на него». Зрячий мудрец молча взял его руку и поднес ее к его собственному лицу. «Что ты чувствуешь?» — спросил он. «Тепло, дыхание, жизнь», — сказал слепой. «Это и есть Бог», — сказал зрячий. «В той точке, где твое внимание встречается с твоим же существованием. Ты ищешь Бога в книгах, в священных писаниях, а Он ждет тебя в щели, между вдохом и выдохом. Ты споришь о Боге, споришь о Его имени, а Он — это сама ткань твоего вопроса». Слепой отдернул руку и воскликнул: «Это же слишком просто! А где же Его величие? Где Создатель вселенных?» Зрячий вздохнул и ответил: «Ты хочешь увидеть океан, но отказываешься признать каплю, из которой ты состоишь. Бог — это не великий на небесах. Его первый лик — это твое прошлое. Его второй лик — это твое настоящее. Его третий лик — это твое будущее. И он не где-то там над тобой. Он — само твое слово «над». Само пространство, в котором твоя драма, твоя жизнь разворачивается прямо сейчас. Ты не в комнате, мой брат. Ты и есть комната. И окно. И вид из этого окна». Давно люди спорят о силе известной. Они пишут книги везде повсеместно. В религиях разных его прославляют. В священных писаниях Господь называют. Начало творения — трехликий орел, что солнцем на небе всем людям явлен. Он все с неба видит, за всем наблюдает. Бог светом во тьме сознание рождает. Создатель вселенной, Он мать и отец. Бог всех эманаций, единый творец. Пространство и время, внимание, вечность, пузырь восприятия, его бесконечность. Дуальная пара, тонально-гуаль, иллюзий скрытый, духовный наговарь. Вне рамок, шаблонов предел он познания. И нету имен для его описания. Он в жизни и смерти. Во всем абсолют. Для любящих сердцем он дом и приют. Духовный, великий, трехглавый орел. Державой и славой лишь он наделен. Многие люди ищут Бога, ищут его как инструкцию. Карту, паспорт с именем и фотографии. Того, кто не имеет имени. Того, кто не имеет формы. Ищут того, кто само непознаваемое. Трехликий орел. Трехликий орел — это не божество. Это просто метафора. Его первый лик — это прошлое. Это его основание. Все, что было. Вся память Вселенной, закон причинности, твердая почва под ногами. Это все известное. Тональ. Второй лик — это настоящее. Это его внимание. Сияющая точка. Прямо здесь. Прямо сейчас. Чистая энергия восприятия. Вспышка самого осознания. То, что вы и есть. В эту самую секунду. Если отбросить все мысли. Его третий лик — это будущее. Будущее — это возможности. Бесконечный спектр того, что может случиться. Хаос, потенциал,
Свобода — это неизвестная Нагуаль. И вы не молитесь этому орлу. Вы и есть этот орел. На мгновение забывший свою целостность и играющий в слепого мудреца, который ищет сам себя. Где-то там, на небесах, в книжках, в священных текстах. Все споры о Боге – это как спор слепых о том, как выглядит слон. Один трогает хвост и говорит: «Бог, Бог – это как веревка». Другой трогает ногу и кричит: «Нет, нет, Бог – это как столб». А третий трогает его за ухо и говорит: «Нет, вы все не правы, Бог – это ковер». Но Бог не веревка, не столб, не ковер. Он – это весь слон. А мы – это часть этого слона. Но все так заняты спорами, что не чувствуют и не понимают этого. Что мы, все мы, тоже часть этого огромного тела. Сказать, что Бог – это трехликий орел, это просто способ сказать, что Бог где-то там, на небе. Бог здесь, на земле. И Он между небом и землей. Он все видит, Он все знает, потому что Он само это все. Не отдельный какой-то наблюдатель, а само пространство, в котором это все и происходит. Пузырь восприятия – это самая точная модель описания мира. Ваше «я» – это не содержимое пузыря. Мысли, чувства, ощущения. Ваше истинное «я» – это сама пленка пузыря. Граница, где непознаваемое касается познаваемого мира. Вы – это место его контакта. Вы – это его событие. Пузырь восприятия – это как твоя личная комната. Ты видишь мир через окно своих чувств, ощущений и мыслей, и тебе кажется, что Бог где-то там, за стеной. А Он и есть. Стены, воздух в комнате, и ты сам, который смотришь на эти стены, на окно и дышишь этим воздухом. Просто человек этого не замечает, потому что привык думать, что он – это только то, что внутри его головы.